Брат к брату, плечо к плечу, мы шли вместе на вершину и пели национальный гимн Непала. За 10 метров до вершины мы остановились, чтобы собраться всем вместе и сделать последние шаги на зимней К2 одной командой. Просто за душу берет этот поступок Шерпа и слова Нирмала Пурджи о первом зимнем восхождении на К2 зимой. Напомню, что 16 января 10 Шерпа стояли на вершине К2. При этом НИМС поднялся без использования искусственного кислорода. К сожалению, в этом сезоне на зимнем К2 не обошлось и без трагедий. Друзья, всем привет! С вами Тарас Поздний, и первым делом я хочу извиниться за перебои в выходе видео. Был момент, когда я переболел короной, потом вырвал зуб мудрости с осложнением миноноса, оно мне дало. Плюс навалилась в кулуаре куча задач, я просто не находил времени и возможности записать новые видео для YouTube. Даже не находил времени на то, чтобы ответить на комментарии. Постараюсь это исправить и в будущем выпускать видео снова на регулярной основе. И начнем мы с итогового видео по зимнему К2 сезона 2021 года. Напомню, что в первом видео, посвященном К2 зимой, я рассказал об истории попыток и об экспедициях, которые пришли к подножию горы в сезоне 2020-2021 года. Если вдруг не смотрели, переходите по ссылке где-то здесь или здесь и посмотрите, это интересно. После этого я выпустил несколько таких новостных роликов о том, как продвигаются экспедиции, как продвигается прогресс. Ролик об успешном и таком прекрасном восхождении непальцев на вершину К2, в котором я, кстати, сделал прогноз, что больше никто, скорее всего, в этом сезоне не поднимется на вершину. К сожалению, кстати, так и получилось. Это же видео будет такое закрывающее по К2 зимой 2020-2021 года. Я опять детальнее остановлюсь на восхождении непальцев. Расскажу более детально об иностранных альпинистах и о трагедиях, которые произошли на горе в этом году. Кстати, мои непальские партнеры Seven Summit Treks мне сбросили видео с К2 зимнего, поэтому конкретно в данном выпуске не будет постоянно мое лицо перед вами, а мы также вставим много кадров с горы непосредственно. Но сначала позвольте небольшую рекламную вставочку, которой я очень хочу с вами поделиться. Ведь мы сделали уникальные программы и очень крутую возможность для тех, кто хочет себя почувствовать частью экспедиции, но еще не готов идти на 8000. 9 апреля у нас стартует в кулуаре экспедиция на Эверест Илходзе. И очень круто, что вы тоже можете стать ее частью. Можно пройти трекинг к базовому лагерю, при этом переночевав 2 ночи в самом базовом лагере, в палатках, кушая и ночуя вместе с восходителями. Это уникальная возможность, такого для трекеров еще никто не делал. А тем, кто посмелее или посильнее или поопытнее, можно не только пройти трекинг к базовому лагерю, можно еще подняться на вершину Лабуче-Восточную высотой 619 метров. Мы ее будем использовать как акклиматизационную. И после этой вершины мы пойдем обратно в базовый лагерь, а вы спуститесь вниз в Катманду. В общем, это такие планы на весну. На лето же напомню, что 15 июня у нас стартует экспедиция на Broad Peak. Это соседняя вершина с К2 высотой 8051 метров. В этой экспедиции буду я, будет Андрюха Вергелис с канала Горная Болезнь и будет еще несколько крутых ребят. И мы также организовываем трекинг для всех желающих к базовому лагерю К2, в рамках которого тоже будет 2 ночевки в базлаге Broad Peak и оттуда радиальная прогулка к базлагу К2. Они находятся там час-полтора ходу от лагеря к лагерю. Так что, друзья, записывайтесь, оставляйте свои заявочки, ссылочки тут внизу будут. А мы переходим к зиме на К2. Итак, 16 января в 17:00 К2 пустила на свою вершину детей гор. Именно так называют Шерпа. Впервые нога человека стояла на вершине Дикой горы в зимний период.
Впервые прохождение на зимний восьмитысячник сделали именно шерпа, чему я искренне рад. Так давайте же посмотрим детальнее хронологию этого, без преуменьшения, исторического события. 10 непальцев, хотя и были с разных команд, но работали вместе. И 15 января они установили 4-й лагерь на высоте около 7800. Но, судя по всему, места там было очень мало, и всего несколько из них остались ночевать в 4-м лагере на 7800. Остальные же спустились в лагерь 3 на высоту 7300. 16 января, ближе к часу ночи, группа стартовала с 3-го лагеря. По пути они подобрали ребят, которые ночевали в 4-м лагере. Тем удалось несколько лишних часов полежать. Я не знаю, можно ли назвать это полноценным отдыхом. И они вместе продолжили подъем к вершине. Примерно в 11 утра команда прошла Bottleneck, бутылочное горлышко. Один из самых сложных и неприятных участков на пути к вершине. Кстати, отмечают, что в этот раз оно было не привычно ледовым, а более снежным, и поэтому шерпам удалось его проскочить весьма быстро. Высота примерно 8200-8250. На высоте около 8400 команда остановилась передовая, чтобы подождать отстающих. Я лично предполагаю, что ждали Нимса и шерпов, которые шли вместе с ним. Второй раз команда остановилась для подобного маневра за 10 метров от вершины, ближе к 5 вечера. Они собрались все вместе, запели национальный гимн Непала и ступили на вершину К2 зимой. Это было нереально круто. Друзья, насладитесь этим видео. Okay. Официально 16.01 в 17:00 по местному времени 10 непальцев стояли на вершине зимнего К2. Тем самым еще дальше отодвинул границы человеческих возможностей. Да еще в каком стиле они поднялись, все вместе, показав всему миру, как нужно ходить в горы. Сона и Галджи Шерпа спустились прямиком в базовый лагерь, а остальные 8 Шерпа остались ночевать в лагере 3 на высоте 7300. И в базу спустились уже вечером 17 числа. Спустились все благополучно, лишь получил некоторые некритические обморожения. Winter expedition. Zindabad. Nepal. Zindabad. Nepal. Zindabad. Pakistan. Zindabad. USA. Zindabad. Ireland. Zindabad. UK. Zindabad. Bulgaria. Zindabad. Iceland. Zindabad. Poland. А еще через 2 дня Нимс сенсационно заявляет, что он поднимался на вершину К2 без использования искусственного кислорода. После этого заявления начинаются споры о чистоте стиля и о том, действительно ли это было так. Но факт остается фактом. Нимс поднялся на вершину К2 без кислорода, я ему верю. А чистота стиля, я не знаю, по моему мнению, сейчас бескислородным считается восхождение, когда именно ты не используешь кислород во время восхождения на вершину, ни на одном из его участков. А то, что кислородом пользуется вся остальная часть команды для подстраховки тебя же, это уже, скажем так, не твое дело. А вот стиль, в котором он это объявил, или может это его отдел маркетинга так сделал, я вот просто тащусь от него, это настолько круто. Сначала они объявили о первом восхождении на К2 зимой, тем самым запустил волну новостей во всех новостных каналах мира, которые интересуются темой гор. Выждали 2 дня и объявили, что это восхождение было еще и бескислородным, тем самым запустил вторую волну. И
Как по мне, это очень круто с точки зрения пиара, и таким кейсам надо учиться и брать с них пример. Я же не устану повторять, что я очень рад, что именно шерпа поднялись первыми на вершину. Пускай даже нимс не шерпа, он гурха, но кто же это считает и кто же там придирается. В общем, что именно непальцы первыми поднялись на зимнюю К2, я искренне этому рад, искренне рад и горжусь тем стилем, который они продемонстрировали во время восхождения. И уже буквально через несколько дней команда непальцев вернулась домой, они не задерживались в базовом лагере, и дома их встречали как настоящих героев с оркестром, трубами и фанфарами. Но на горе еще остаются многочисленные участники Seven Summit Treks, команда Джона Снори и Алис Атпары. И историю 16 января я рассказал вам только с одной стороны. Омрачила этот день весть о гибели опытнейшего испанского альпиниста Серджи Минготе. На спуске с первого лагеря в базу по какой-то нелепой случайности он сорвался и пролетел целых 700 метров, как можно судить с его трекера. С базы выдвинулась медицинская команда ему на помощь, но Серджи так и не пришел в сознание и погиб. Это была первая жертва, которую собрала гора в этом сезоне. В маленькое погодное окно 16 января успели проскочить только непальцы. Всем остальным оставалось ждать. Следующая попытка, реальная попытка штурма была назначена на 4-6 февраля. То есть в базовом лагере восходители провели почти 20 дней в ожидании. Это просто невероятно тяжело на самом деле. Я помню себя, как под Макалу я сидел 5-й день в базлаге в более комфортных летних условиях, и я уже на 5-й день не знал, что делать. А тут более 2 недель в базовом лагере на зимнем К2. Да, были отдельные выходы на гору с целью поправить или провесить заново перила и проверить, как там лагеря, но это все были незначительные выходы. И вот, спустя 2 недели ожидания дождались. На 4-6 февраля передают более-менее нормальное погодное окно. Что это значит? Значит, что все будут планировать штурм вершины на 5 февраля. Итак, 2 февраля с базового лагеря выходит Тамара Лунгер и Хуан Пабло, которые планируют бескислородные восхождения. А 3 февраля выдвигается команда Джона Снори, участники и шерпа от Seven Summit Treks. Но на К2 очень мало места под высотные лагеря, а в зимний период, возможно, и не все палатки были проставлены. Так или иначе, 4 февраля в маленьком 3-м лагере на высоте 7300 собралось целых 19 альпинистов. Они с трудом разместились по палаткам, провели ужасную холодную ночь с сильным ветром, холодом и нормально не отдохнули. Поэтому уже 5 февраля большинство восходителей прямо с 3-го лагеря развернулись и пошли вниз в базовый лагерь. Самые отчаянные все же предприняли попытку восхождения, но на высоте около 8000 развернулись и пошли вниз. И только команда Джона Снори, Али Саджита Сатпары и присоединившегося к ним чилийца Хуан Пабло продолжили попытку штурма. В это время на спуске разворачивается еще одна трагедия. Срывается болгарский альпинист Атанас Скатов, и его тело прилетает около 2000 метров. Кто-то говорит, что во время перестежки между станциями, кто-то говорит, что из-за обрыва перил это могло случиться. Но рядом с ним шел другой альпинист, который сказал в своем интервью, что перил на данном участке не было, и скорее всего вследствие чрезмерной усталости, высоты, холода, опытнейший Атанас мог совершить ошибку и буквально оступиться. Его тело забрали спасатели и на армейском вертолете уже через несколько часов доставили в Скарду. Но, к сожалению, эта трагедия не была последней. Трекер Джона Снори разрядился, и следить за их группой стало невозможно. Саджид Сатпара сообщает примерно в 10-11 утра, что он спустился в лагерь 3 из-за проблем с редуктором на кислородной маске. В то же время как Джон Снори, Али Сатпара и чилиец Хуан Пабло продолжают подъем к вершине.
Последний раз Саджид видел тройку примерно в начале бутылочного горлышка на высоте около 8200. В это же время в пакистанских новостях начинает расходиться фейковая новость об успешном восхождении на К2 отца и сына Али и Саджида Сатпари, которая была взята с непроверенного источника, с какого-то твиттера. Саджид всю ночь провел в палатке третьего лагеря в ожидании, готовя сделать чай вернувшимся с вершины и не гася свет в палатке, чтобы те могли быстро ее найти в темноте. Но к утру так никто и не вернулся. Саджид связался с базовым лагерем, и те настоятельно рекомендовали ему спускаться вниз, потому что на горе портилась погода. Тройка пропала без вести, и началась поисково-спасательная операция. 7.02 два военных вертолета сделали облет горы, поднявшись примерно до 7800, но обнаружить каких-либо следов им не удалось. В этот же день, 7 февраля, 21-летнего Саджида доставили в Скарду. Мне даже трудно представить его моральное и физическое состояние после этого всего. К этому моменту уже прошло более 2 суток, как Джон Снори, Али Сатпара и Хуан Пабло вышли на штурм вершины. И, честно говоря, шансы выжить в непогоду зимой на К2 выше 8000 совершенно минимальны. Но, тем не менее, поиски продолжаются. 8 февраля опять вылетает вертолет, но опять не приносит его полеты, не приносит никаких результатов. Также 8-9 февраля была сформирована поисково-спасательная группа, но ей пришлось остановить свою работу уже 10 февраля из-за плохой погоды на горе. 12 февраля был еще один закрывающий облет на вертолете, но обнаружить каких-либо следов пропавшей тройки так и не удалось. В сухом остатке имеем 10 взошедших на вершину и 5 погибших. Друзья, я же хочу пожелать, чтобы у всех нас количество восхождений равнялось количеству спусков. И только так. 20 февраля родные Джона Снори выпустили ролик с записью его радиосвязи с вершины К2 летом 2017 года. Предлагаю вам его посмотреть и почтить тем самым память погибших и пропавших без вести на зимний К2 2021 года. Je staat toffee containers. Die horen me nog ochtend. Alleen Rosglas echter. Ik word op een leuke stuk. Kanka. Maar wat linker is er een recht nummer. We hebben er echt stille melkers, snowden wat dieper. Och så blauw is en te snowden, så man ziet de losrijden is dat loopt zich.